Приветствую всех на своем канале, с вами Наталья. Готовлю обед на восточную тематику. Это суп-шурпа с говядиной, лепешки молочные, сюзьму, это творожный сыр. И гарнир универсальный из молодой картошки, которая сейчас полна в изобилии в этом сезоне. Для сюзьмы беру катык, это йогурт или простокваша. Для сливочного вкуса добавляю в него густые сливки, каймак, так называют в Средней Азии. Перемешиваю и выливаю на сито, застеленной марлей. Марлю я сложила в несколько слоев. Затем накрываю и ставлю под гнет на 2-3 часа, чтобы стекла жидкость. Убираю в холодильник, затем на несколько часов или на ночь лучше. Готовлю лепешки, они у меня дрожжевые, молочные. В муку кладу сразу все сухие ингредиенты, это соль, сахар и дрожжи. Перемешиваю и заливаю теплым молоком. Замешиваю тесто и наливаю затем немного растительного масла. И вымешиваю уже до тех пор, пока оно не станет свободно отлипать от рук. Накрываю тесто и даю ему подняться в теплом месте. Посмотрите, сколько много выделилось сыворотки. Ее можно пить или испечь блины. Тесто увеличилось в объеме и приступаем к работе над ним. Раскатываю тесто в колбаску. Затем делю на 8 равных частей. Буду выпекать маленькие лепешки. Делаю шарики из них. Накрываю шарики пленкой и даю им отдохнуть 10-15 минут. Беру один шарик и руками сначала продавливаю его в лепешку, затем раскатываю скалкой. В принципе, можно обойтись и без скалки. Делаю небольшие бортики по краям. Беру вот такой штамп для лепешки, чекич называется. Придаю им характерный узор. Можно просто наколоть середину лепешки вилкой. Края лепешки натекаю слегка ножницами, и это тоже для красоты. Можно оставить и так. Смазываю лепешки желтком, разбавленный с небольшим количеством молока для красивого глянцевого цвета. Посыпаю лепешки жареными кунжутными семенами и черным тмином. Выпекала лепешки я при 200 градусов 20-25 минут, но смотрите сами по своей духовке, до румяной корочки. Готовые лепешки накрываю плотным полотенцем и даю им остыть, чтобы они обмякли. Для шурпы горох нут замачивала 5-6 часов в холодной воде. Картофель молодой, его я почистила заранее. Мясо, говядина у меня грудинка, его я режу на небольшие куски. Из грудинки получается отличный наваристый бульон. Помидоры для супа беру свежие, очищаю от кожуры, настекаю сначала у плодоножки ножом и заливаю кипятком на 20-30 секунд. Затем прополаскиваю в холодной воде и легко затем снимаю кожуру. Режу помидоры затем на небольшие кусочки. Красиво резать не обязательно, так как они при жарке станут все равно одним месивом. Лук репчатый режу полукольцами. Паприка у меня мясистая такая. Беру часть красной паприки и зеленой. Срезаю прожилки посередине и режу затем на треугольники. Острый стручковый перец варить буду целиком. У меня небольшая такая сочная редька. Режу ее на тонкие небольшие кусочки. Все, вроде готово. Приступаю к обжарке мяса. Немного наливаю масло растительное и обжариваю до легкой корочки. Кладу лук и тоже жарю до мягкости. Затем кидаю помидоры и тушу уже несколько минут. Все, наливаю воду и довожу мясо до готовности. Варила я около часа. Пенку снимаем время от времени. Кладу в бульон картофель, редьку и горох нут. Напоминаю, что горох нужно отмачивать до мягкости. И как только картофель станет мягким, кладу специи, чуть-чуть молотого кориандра, черный перец и зиру. Ее я слегка перетерла пальцами, чтобы раскрыть весь ее аромат. Солю также и кладу паприку и перец в последнюю очередь. 5 минут
И суп-шурпа готов. Отличная и быстрая закуска-салат из молодого картофеля. Шкурку картофеля можно поскоблить ножиком или, как я делаю, железной тряпкой для чистки кастрюль. Быстро и удобно. Очистила картофель за несколько всего минут. Отваривала картофель до готовности в слегка подсоленной воде. Вытаскиваю и обсушиваю слегка. Зеленый лук режу мелко, использую только нижнюю часть стебля. Обжариваю сначала картофель на небольшом количестве масла до золотистой корочки. Убираю картофель на тарелку пока. На этом же масле буду обжаривать лук вместе с чесноком. Долго обжаривать не нужно, и как только почувствуете аромат жареного чеснока, кидайте туда картофель. Из специй кладу немного черный перец, паприку молотую для цвета и прованские травы, совсем немного. Также затем солю по вкусу. Перемешиваю хорошо и готово, можно подавать к столу. Режу зелень, а это петрушка, сельдерей и укроп. И посыпаю картошку зеленью. И блюдо из картофеля уже в идеале готово. Из сюрьмы творожного сыра можно делать крема. Посмотрите, как они красиво насаживаются насадкой в виде цветка. Затем посыпаю перцем острым и можно украсить зеленью. Вот так ужин или обед на восточный акцент можно приготовить легко и просто. Набираю горячую шурпу, аромат стоит невообразимый, посыпаю обильно зеленью и с лепешкой можно уже приступать к трапезе.